Теперь так великую кубику, потому что знаешь, видел все такие фильмы Божьего, как раз киномир, киномир, комментарий, кино, мир, как так, погнали, погнали, мои будильники, let's go. Среди переборов, среди переборов, погнали. Alla voce che non hai fatto non si tam bir yüzü kadar neden motive paylaşın. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Погнали. Но снимают в основном с использованием компьютерной графики. И пусть российскому кинематографу еще далеко до голливудских спецэффектов, мы пошли своим путем и реально отправились в космос для съемок фильма «Вызов». Сюжет картины расскажет нам историю хирурга Жени, которой предстоит за месяц подготовиться к космическому полету, а затем отправиться на МКС и провести там сложнейшую операцию ради спасения космонавта. Женя очень боится, что будет что-то такое. Но на кону жизнь человека, поэтому Евгения готова рискнуть. Больше о сюжете не скажу. Самое интересное вы должны увидеть сами. Но хочу добавить, что фильм действительно снимался в космосе, на МКС. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко активно готовились к полету в настоящем центре подготовки имени Юрия Гагарина. Учились подавать сигналы СОС с помощью солнечных датчиков и сдавали зачеты по действиям в нештатных ситуациях. Затем отправились на МКС с космодрома Байконур и отработали 12 съемочных смен на космической станции, чтобы отснять материал на 78 часов 21 минуту. Также в фильме приняли участие сотрудники предприятий Роскосмоса. Посмотрев «Вызов», вы почти буквально сможете сами побывать за пределами земной атмосферы. Крайне рекомендую к просмотру. Фильм начинается со сцены, выдернутой откуда-то из самого финала. Чуть только фильм от Columbia Pictures, так там сразу все фанаты техники Sony. В лифтах камеры обычно висят под потолком, а уж никак не на уровне глаз. Это и к камерам в коридорах отлично относится. В голландскоязычном Антверпене надпись в коридоре на французском языке. На груди Фрэнки спрятаны пистолеты, висящие как раз в том самом месте, где охранник ровным счетом ничего не засек своим металлодетектором. Грабителям посчастливилось вломиться в ту невозможную контору, в которой бесценные камни ценой в бешеные миллионы держат под охраной ровно одного типа, вместо которого с тем же успехом могла сидеть бабка с вязанием. Когда у вас самолет? Через 20 минут. Не уверен, что можно успеть на посадку, если ты за 20 минут до отлета еще в машине сидишь. И на кой черт Фрэнки выкидывает патроны из револьвера вместо руки прямо на пол? Турку было бы немного труднее оторвать дверцу у трейлера, если бы ее кто-то предварительно не открутил. А разговаривая с Томми, он держит бутылку с молоком сразу левой и правой руками. Судя по скорости избавления кирпича от неугодных сотрудников, удивительно, что в Лондоне находится хоть какой-то кретин, вообще согласный на него работать. Ну или он набирает себе скрытых самоубийц, которым жизнь недорога. Я посмотрю, что можно сделать. Русскоязычный персонаж просто обязан говорить с невыносимым британским акцентом. Судя по нереальной скорости переодевания посреди диалога, Фрэнки из одной компании с молниеносными Флэшем и ртутью. Не понимаю, за что их не любят. Они неплохие ребята. Слова персонажа диаметрально противоположны происходящему в следующем кадре. И если Томми с самого начала ненавидит цыган, тогда какого черта согласился покупать у них фургон?
миллион. Турок ему дал 10 тысяч фунтов. Это более чем достаточно, чтобы купить отличный фургон с рук у какого-нибудь простого британца, да еще и сдачу получить. Когда Джордж сбивает Микки с ног, у того пробор с одной стороны, на протяжении всего остального фильма с противоположной. Ну, ассонит — это искусственное переливание. И его невозможно отличить от реального, просто повертев под детской лупой с фонариком. Для этого его под приличным микроскопом исследовать нужно, и ток еще для верности сквозь него пропустить. И он ни хрена не стоит. Авторы фильма не знают, что муассанит все равно стоит более чем до хрена. Бэтбой чешет голову, хотя на съемке с камеры даже не думает. И куда Винни у него из-за спины пропадает? Он что, там лег на пол, а потом опять встал? Настолько, что попытались убедить, что цыгане используют собак в качестве курьеров, таскающих сумки с краденым золотом. Нет, понятно, что они без башни, но не до такой же степени в самом-то деле. Кстати, при съемках не особо следили, какой на этой собаке ошейник, и надевали, что был под рукой. Когда пистолет застрелился, в стенку прилетело кровище из его головы, но только не пуля, что ее вышибла. Ави запивает пилюлю из пустого стакана. На штампе в паспорте должна быть дата прилета, которая почему-то там напрочь отсутствует. Сегодня частная вечеринка. Нам это известно, поэтому мы и пришли. Один персонаж цитирует фразу, сказанную другим раньше по сюжету. Мы когда-нибудь попадем внутрь? Ну, как бы вы уже внутри. Дырка в стене появляется значительно позже, собственно, выстрела. И она раза в 3 больше, чем бывает от дробовика. Я просто поверить не могу, что кто-то может быть настолько тупым, чтобы свое оружие на стойку вот так положить. И ладно, мы знаем, что эти парни офигенно тупые, но если у них хватило ума прийти на дело в масках, тогда что побудило их там же и снять? Глядя честными глазами в висящую прямо перед ними камеру наблюдения. Они что, сперва были только слегка туповаты и по ходу дела вдруг стали имбецилами, что ли? Судя по этой сцене, Фрэнки внутри фургона только сейчас оклемался. Хотя трудно поверить, что кто-то может потерять сознание в результате такого тычка. Да он даже с ног от него бы не должен свалиться. Микки сидит в углу ринга без перчаток, через мгновение оказался в перчатках. Да еще и с сигаретой в зубах, которая то пропадает, то вновь появляется. И понятно, что бои нелегальные, но даже в них вряд ли кто-то допустит подобные выходки. При таком отношении к правилам даже ставки-то делать нет смысла. Влупил оппонент лбом между глаз, а уже чемпион. И почему Микки вырубил соперника первым ударом, если турок ему четко сказал лечь в 4-м раунде? Да, он не особо вменяемый цыган, но он же должен был хотя бы простоять 3 раунда. В чем смысл сразу бить со всей дури, если это буквально самое идиотское, что можно было сделать в такой ситуации? Дырка от пули дымится так, будто Фрэнки перед смертью курил. Он не должен был знать мое имя. Борис пристрелил Фрэнки, когда его назвали по имени, но Винни сделал это в тот момент во 2-й раз, а первый был за минуту до этого. Мы не мясники, Борис. Кровь на чемодане выглядит так, будто не попала на него секунду назад, а была вылита туда вчера вечером. И если бриллиант в чемодане, от которого только убитый знал комбинацию, тогда как Винни достал камень из чемодана, от которого не знал комбинацию? Борис уже вытащил затычку из своего левого Магия, это магия. уха, спустя полминуты она все еще на месте торчит. Фрэнки уже получил пулю в мозг и мертв как камень, что ничуть не мешает ему дергаться так, будто он еще жив. И что мешало Борису отрубить руку ближе к браслету? Ну, чтоб не надо было ее таскать потом с собою в газетке. Дверь за спиной Бориса закрыта, хотя на самом деле ничего подобного. У меня через пару дней бой без перчаток. Я хочу использовать цыгана. Сюжет становится чуточку странным. Во-первых, Кирпич уже прекрасно знает, что цыган не выполняет инструкций. Ну не мог он даже под угрозой шантажа заставлять его проделать точно то же самое, ставя на это кучу бабла и особенно свою репутацию. Во-вторых, как вообще можно использовать в качестве мешка супербойца, способного укладывать таких громил одним ударом, вместо того, чтобы наоборот ставить как раз на победу? Если так нужен кто-то, чтоб лечь, возьми любого своего мордоворота. У тебя в руках парень, на победах которого можно озолотиться, и ты хочешь заставить его проиграть? Доброе утро, миссис О'Нил. Да, более убогий букетик при всем желании было принести невозможно. Откуда ты их взял? Зачем Томми было прятать букет под пальто всю дорогу сюда, вместо того, чтобы просто держать его в руках? Если он стеснялся турка, тот все равно бы увидел букет при вручении. Турок и Томми посреди одной и той же фразы в разговоре переносятся из одного места куда-то в совершенно другое. На видео с камеры Соло тряхивает ногу 4 раза, хотя в реальности в этот момент отряхнул только 2. Дворец на колесах для старой потаскухи. Приехали. Даже символ сдержанности турок скатился в идиотизм ни с того ни с сего. Собаки гоняются за кроликом в яркий солнечный день, герои следят за этим в совсем другой, пасмурный. Почему ты не умираешь? Потому что ты не стреляешь ему в голову, чертов болван. И Тони Пулезуб, конечно, нереально крутой, но зарубать противника с эпичной фразой после того, как он всадил в тебя всю обойму, прострелив тебе органы, все-таки перебор. В таком состоянии люди обычно хорошо, если стоят на четвереньках. Телохранитель Ави открыл заднюю дверь до того, как Тони отпер водительскую, чтобы разблокировать
заблокировать центральный замок. Двое черных. Они работают в ломбарде. Информатор Тони выложит абсолютно все обо всем, если только на него посильнее нажать. Но вот откуда Тони мог точно знать, что этот тип в курсе, кто совершил ограбление? Мало того, информатор еще и знает, где эти парни работают. Если его еще посильнее прижать, он наверняка и убийц Кеннеди тебе назовет. Русский? Если быть точным, он узбек, но... Именно так, по мнению Гая Ричи, выглядит чистокровный узбек. Кто-то у Бориса и имя чисто узбекское. Внутри дотла сгоревшего фургона валяется совсем неповрежденный стакан. Он был особым агентом. Его невозможно вычислить. Слова персонажа снова противоположны происходящему. Толстяк не договорил, когда хотел сказать, что Борис не один, а тут же перезвонить и сказать, видно, просто ума не хватило. Тот самый чемодан, код от которого знал лишь убитый Фрэнки, в тайнике у Бориса безо всяких объяснений лежит абсолютно незапертым. Это же была единственная причина, почему Борис у трупа руку отрубил. Нам только что поведали, что если в машине выстрелить холостым из пистолета, у нее все стекла к чертовой бабушке вылетят. Да такой эффект будет разве что от артиллерийского орудия, и то еще вряд ли. Пищеварительная система человека еще не приспособилась к молочным продуктам. Да, ведь для этого слишком мало каких-то там жалких 8000 лет. Где телохранитель Ави прятал эту здоровенную саблю? Что-то я не заметил, чтобы у него на поясе длинные ножны болтались, когда он Бориса в багажник запихивал. Борис каким-то образом вылез из багажника, который даже после удара точно был все еще заперт. Судя по этой сцене, охранник во время аварии чисто случайно держал свою саблю лезвием перпендикулярно груди. Вместо молока на лобовом стекле очевидная белая краска разлита. Борис возвращается к себе в офис точь-в-точь в ту самую секунду, когда туда Турок и Томми подъехали, чтоб долго ждать не пришлось. Бар «Тонущая форель». Вообще-то вы входили в бар с вывеской «Веселый садовник». С пистолетом перед жертвой всегда надо стоять так, чтобы тебя было как можно легче за руку схватить. Показанная надпись на пустынном орле не имеет с реальностью ничего общего. Обычно там Израиль Weapon Industries пишут. Огромный сноп огня из дула начисто отсутствует при втором выстреле. Тони делает из своего пустынного орла 8 выстрелов, прежде чем у него кончились патроны. И все бы ничего, вот только если в этом пистолете боеприпасы 50-го калибра, зарядов в магазине у него может быть ровно 7. И разве у полностью разряженного пистолета затвор не должен был съехать назад? Очень интересно, как Тони мог перехватить Винни с Солом у офиса кирпича, если понятия не имел об их сделке. Откуда он знал, что их надо искать именно здесь? Кадр с фургоном взят из начала Удачи, удачи. фильма. И оторванная дверь еще на месте, и точно так же перед ним жарят сосиски. А вот и царь совпадение пожаловала. Выхватить из рук Ави бриллиант и слинять с ним в окно ни с того ни с сего пес решил исключительно потому, что ему сценарист приказал. Никаких других причин творить эту неадекватную хрень у него в принципе не было. При этом из 7-зарядного орла Ави сделал аж целых 13 выстрелов один за другим. Перед вылетом Ави в сиреневой рубашке, в самолете в желтой, в аэропорту снова в той же сиреневой. И в Америке едет на том же самом такси, которое я вызвал, когда в Лондон летел. Давай погрузим их в машину и поедем поищем свиноферму. И ее хозяин не будет иметь ничего против того, что его свиньям скормят 2 трупа. Вы что, блин, совсем с дуба рухнули? Микки ляжет в 4-м, Терри занимается ставками. А мы обсуждаем фальшивый матч прямо в зале при всех и даже голос не хотим понижать. Места размещения пиропатронов на борту микроавтобуса никто даже не попытался как следует скрыть. Он будто кувалдой везде исколочен. У соперника Микки по щеке течет кровь, хотя на самом деле все-таки нет, хотя на самом деле все-таки да. А в 3-м раунде он выглядит так, будто Микки его неоднократно зубами кусал. Во время перерыва Томми участвует в потасовке внутри ринга и сразу же стоит за его пределами и выжимает на Микки губку с водой. В некоторых кадрах фальшивые татухи на теле Брэда Питта стерлись так, что их местами почти что и нет. Ему нужно только лежать. Не нужно. Микки упал в 3-м раунде, а уговор был, что он ляжет в 4-м не позднее 2-й минуты. Судя по этой сцене, Микки нокаутировал оппонента прямо из положения лежа. Когда Турок и Томми с собакой на коленях уезжают оттуда, где стоял табор, они просто физически не могут проехать где-то еще, кроме того самого места, где обыскивают незадачливых гангстеров. Ветеринар нашел у него в желудке ботинок. Черта с два у пса таких размеров поместится в желудке ботинок. Впрочем, даже самый огромный пес в мире не смог бы его проглотить. И бриллиант весом 84 карата. Авторы забыли, что камень был весом не 84 карата, а все 86. 86 карат. Парень, печатавший титры, временами не знает, как надо писать слово «джипси». Ненавижу цыган. Вот таким же.
видео. Все, у меня готово. Всем пока. Марина, мы найдем. Среда будет у нас. Клапы. Пока.